Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о турецком бьюти-боксе. Спустя год проживания в Турции я наконец-то нашла хоть какой-то бьюти-бокс. Я знаю, что у меня есть зрители из Турции. Если вы что-то знаете, чего я не знаю, расскажите, может быть, еще какие-то есть бьюти-боксы. Я нашла только один сайт, который подобным занимается, и это сайт Cosmela. У Cosmela каждый месяц выходят 2 коробки на выбор, наполнение которых заранее известно. Цена на эти коробки постоянно растет, потому что в Турции инфляция. Мне понравился такой формат бьюти-бокса, потому что вы не обязаны оформлять подписку, как, например, в BoxyCharm. Вы не обязаны покупать кота в мешке, потому что заранее известно наполнение, и у вас 2 наполнения на выбор. Получается, что вы можете либо пропустить коробку, либо выбрать, что вам больше понравилось. И это очень прикольно на самом деле. И вот в этом месяце я взяла от них 1 коробку, и мне, в принципе, понравилось то, что я получила. Во-первых, пришло мне это все вот в таком виде, и для турецкой почты, к сожалению, подобное это нормально. В каком только виде мне не приходили посылки, с ними особо тут трепетно не обращаются. Поэтому я, в принципе, к такому уже готова, но все равно надо иметь в виду, если, девчонки, кто-то будет заказывать, то такое может произойти. Если в коробке будет какое-то хрупкое наполнение, то может и что-то неприятное случиться. Эта коробка мне обошлась в 220 лир. Я, наверное, буду в углу где-то здесь подписывать цены также в рублях и в евро. Вот, инвойс, я заказывала еще 1 продукт, но сама коробка мне обошлась с налогом в 218 лир. Вообще каждый месяц они складывают 6 продуктов, но в этом месяце за один из продуктов они посчитали вот такой вот шопер. И это, конечно, срам и позор, потому что такое точно дается в магазинах бесплатно, но тем не менее я подумала, что, наверное, мне не помешает иметь такой холщовый мешок для какого-нибудь похода на пляж, положить туда какую-нибудь сменную одежду или купальники, ну что-то такое. Это просто шопер тканевый, тоненький от Виши. Это явно какой-то промоушен, который вообще магазину ничего не стоил, поэтому его мы считать вообще никак не будем. Тем не менее, выбрасывать я этот продукт не буду, а буду ходить с ним на пляж, туда складывать какие-то вещи. И само наполнение, давайте я коробку, наверное, уберу. Я хочу посчитать стоимость этого наполнения и сравнить, узнать, насколько вообще выгодный бьюти-бокс у Cosmela. Я посмотрела наполнение их коробок за предыдущий месяц и поняла, что у Cosmela всегда 6 продуктов. Какие-то из них полноразмерные, какие-то из них пробники. И 1 продукт из этих 6, он всегда декоративной косметики. Поэтому давайте, наверное, смотреть. Первое, что я достаю, это вот такой вот биодезодорант от марки Sivena. Я посмотрела, эта марка, не знаю, может быть, в Европе где-то продается, в России не продается. Это турецкий производитель биодезодорантов. Ничего сказать не могу, я такой дезодорант ни разу не пробовала. Я беру обычные дезодоранты от Rexona из магазина. Такой дезодорант потом покажу вам в пустых баночках. Это в любом случае всегда нужная вещь, да, согласитесь, чисто по гигиеническим соображениям, лишним никогда не будет. Значит, я посмотрела, что на сайте Cosmela этот дезодорант стоит 70 лир. Подпишу все цены в евро, в рублях. Я, в принципе, довольна. И опять же, мне очень нравится дизайн, он очень лаконичный и ассоциируется с какой-то чистотой. Мне вообще, я уже как-то говорила, нравятся дизайны у турецких производителей, у них хороший вкус именно в оформлении упаковок, мне нравится. Так, ну а по самому качеству это я вам потом уже расскажу в пустых баночках. Значит, второй продукт, который я достаю, это вот такое масло от Uriage. Я посмотрела, оно продается в России, я наверняка уверена, что оно продается в Европе. Это вот такой вот вариант с синенькой полосочкой, я ни разу не пробовала. В принципе, раньше, до того, как я перешла на бальзамы для снятия макияжа, я постоянно пользовалась маслами.
Конкретный Uriage я не пробовала. Это travel-версия, то есть тут 50 мл, в полноразмерном флаконе 500 мл, и стоит полноразмерный флакон в Турции от 300 до 500 лир, в зависимости от скидки. Но мы возьмем примерно 400 лир, да, и получается высчитаем отсюда стоимость вот этого travel формата. Следующее средство, и это крем от Неострата. Это пробник. Но пробник хороший, здесь целых 10 мл. И я, девчонки, просто офигела, когда увидела, сколько эти средства стоят. Полноразмерный крем 40 мл от Неострата стоит в Турции со скидкой 1200 лир. В России я видела эти крема за 4 с лишним тысячи рублей. Я аж опешила, я ни разу не видела вообще этой марки, не знаю, что это такое, но почитав, я поняла, что это какой-то очень увлажняющий крем с PHA-кислотой 12%, и это для сухой и чувствительной кожи. У меня жирная чувствительная кожа, ну или комбинированная, но скорее жирная. Поэтому такие средства для сухой кожи я использую на ночь. Поэтому я понимаю, что для меня это будет очень хороший вариант, но если он мне подойдет, да, если это будет хороший вариант ночного питательного крема, и его мне должно хватить надолго, потому что, ну, питательного крема мне нужно совсем чуть-чуть. Поэтому мне, конечно, будет очень интересно попробовать. Я не знаю, что это за марка, но я говорю, что, в принципе, она продается и в России тоже. Я удивлена. Напишите, пожалуйста, пробовали ли вы Неострату. Я так понимаю, судя по надписям, это французский бренд. Значит, здесь получается 10 мл из 40. И хоть мы понимаем, что это пробник, который достался сайту Казмели, скорее всего, бесплатно в промо-целях, но я-то понимаю, что мне-то он, получается, обошелся бы достаточно дорого и вообще делает всю цену коробки, но это уже мы в пустых баночках узнаем, насколько он прикольный. Далее достаю кисточку, и, девчонки, это такой прикол. Короче, это кисточка от Real Techniques, и это была какая-то линейка Blend and Blur, и вот здесь вот такой вот у нее набалдашник, наконечник. В общем, одно время, помните, были такие кисточки популярны. Давайте ее откроем. Одно время были популярны такие кисточки с круглыми наконечниками. И вот, значит, у Real Techniques тоже, оказывается, выходила такая серия. Там 3 кисти маленькие. Она очень жесткая, о боже мой, она такая плотно набитая. Я посмотрела, значит, на сайте Казмела она тоже продавалась. Сейчас ее в наличии нет. Стоила она 70 или 80 лир. Сейчас эту кисточку дают в подарок при покупке от 250 лир продукции Real Techniques. Вообще, кстати, хочу заметить, что кисти Real Techniques можно купить в Турции по очень привлекательным ценам, как и некоторые марки. Я не знаю, с чем это связано. В общем, в России и в Европе Real Techniques стоит намного дороже, чем в Турции. Не знаю почему. Это Soft Touch. Достаточно приятная, очень легкая кисточка непонятного применения. Можно будет попробовать. Это очень странно, но ладно. И последний продукт, который был в коробке, и я в нем наименее уверена. Это вот такая вот тональная основа от Essence Soft Touch Mousse, оттенок 01 Matte Sand. И это вот причина, по которой я выбрала именно данное наполнение коробки, потому что в этом месяце в коробках были тональные средства, и в моем варианте, значит, получается, был Essence, вот это вот мусс, а во втором варианте тоже Essence, только консилер, он мне очень нравится, он у меня был, но он был в очень темном оттенке, но все-таки мы в Турции находимся, да, поэтому я нахожусь в Турции, поэтому здесь все оттенки под турчанок, и вот этот цвет, он тоже мне темноват. Я вот хотела посвотчить. Мне кажется, ну, единственное, что у меня была надежда, что мне это на загорелую кожу, потому что я помню, что в прошлом году, в августе-сентябре, я достигла своего пика, и мне было нормально с очень темной основой. Ну вот, это как-то так распределяется. Я вообще не в восторге, если честно, от конкретно данного средства. Я посмотрела, что он даже в России еще продается. Он какой-то полупрозрачный.
Да, он какой-то полупрозрачный, как-то суховато сел. В общем, мы с вами как-нибудь попробуем это средство, когда я еще посильнее подзагорю. Вообще, напишите, пробовали ли вы эту тональную основу, потому что я пробовала тоналку в муссовой формуле, по-моему, только у Maybelline, что ли. Она выходила очень давно, и она мне не понравилась. Даже для моей комбинированной кожи она подчеркивала на ней все, что можно, просто. Поэтому я выбрала это наполнение только потому, что здесь был наиболее подходящий мне оттенок из всех. Но даже вот если посмотреть на руку, она как будто в мелкие морщинки завалилась. И мне страшно представить, что будет на лице происходить. Но, тем не менее, это средство свежее. Не знаю, когда оно у Essence выходило. В общем, напишите, девчонки, пробовали ли вы это средство. Вообще, оно стоит примерно 80 лир. Также на Казмеле. Вот, и, в общем, вот такое вот наполнение бьюти-бокса получилось в этом месяце. Сам бьюти-бокс, напомню, стоил 220 лир, а наполнение вот это идет на 590 лир. То есть примерно в 2,5-3 раза больше, чем цена бокса. Мне кажется, это прикольно. То есть, на самом деле, я довольна. Я как раз думала и ходила в магазинах, засматривалась на шоперы для пляжа, какие-то для одежды. Мне как раз нужна была тоналка для более темного оттенка кожи, когда я загорю. Масло для снятия макияжа никогда не помешает. Крема новые, я только рада использоваться. Дезодорант, понятное дело, что это в любом случае продукт нужный. В общем, мне понравился бокс от Казмелы, потому что на него не нужно подписываться, и потому что заранее известно наполнение. То есть я просто заранее все просчитала, насколько мне будет это выгодно, посмотрела наполнение, выбрала коробку, которая мне понравилась, без проблем заказала. И я заказала, девчонки, 6 числа. Сейчас я снимаю, получается, коробка мне пришла в пятницу. То есть мне привезли коробку за 3 дня. Это очень круто, включая дату заказа. Поэтому сервис, в принципе, мне понравился, и я обязательно буду послеживать за их коробками. Если, девчонки, вы живете в Турции, обратите внимание на Казмелу. Там есть очень много всяких брендов, которых нет в обычных сетевых магазинах типа Ватсаса и Гратиса. И напишите мне, пожалуйста, если вы знаете про какой-то еще бьюти-бокс, потому что я больше ничего не нашла. Вот, но если вы что-то заказываете, напишите, я с удовольствием попробую. Ну все, всем спасибо большое за просмотр, всем прекрасного настроения, отличного дня, всего вам самого лучшего, всем пока-пока!